Привет, дорогие друзья! С вами девчонки Лис. Сегодня мы продолжим прогулку по заброшенным квартирам Припяти. Измерим радиацию в домах, а также расскажем вам, почему в город Припять больше никогда не смогут вернуться жители. Здесь у нас по 2 квартиры на этаже. Какая стеночка. Комната прям практически абсолютно сухая. Вот этот угол чуть-чуть протекает. Итак, сегодня мы пройдемся по брошенным припятским квартирам и поговорим про следы деятельности мародеров. Мародерство в Чернобыльской зоне отчуждения существовало практически с первого дня появления самой зоны и в том или ином виде продолжается до сегодняшнего дня. Разграбление Чернобыльской зоны условно можно поделить на 2 волны. Первая волна была практически сразу после эвакуации Атомограда, когда мародеры тащили из Припяти бытовую технику, мебель, ковры и все остальное более или менее ценное. Уже к концу 80-х годов город Припять выглядел крайне мрачно. В каком-то из дворов можно было встретить разбитую мебель, которую не довезли до могильника, кое-где валялись детские игрушки и предметы домашнего обихода. Практически все улицы поросли высокой травой, а все двери в квартирах были вскрыты, и по пустым коридорам с облупившейся от сырости масляной краской на стенах гуляли сквозняки. Малюсенькая комнатка, тоже только шкаф, кладовка небольшая, кровать можно поставить. Ну, тоже все с детьми здесь жили, что это 3-комнатная квартира. Конечно, все с детьми тут. Вот эта комната уютная. Вот видите, друзья, вон, смотрите, перекрытия уже видны арматуры. Угол вот этот весь мокрый. Кухня. Ничего здесь не осталось на кухне. Все вниз. Вторая волна началась примерно в середине 90-х годов и активно развивалась в 2000-е. Советский Союз развалился, а с ним прекратила существование и вся система. После того, как Припять окончательно забросили и свернули многие исследовательские проекты, которые базировались на инфраструктуре города, в город пришли они – металлисты, которые с начала 90-х и до середины нулевых проникали в город с целью поживиться легкой наживой в виде чугунных батарей, электропроводки, труб теплотрассы и алюминиевых оконных рам. Здесь сохранилось также формочки для выпечки, раковина. И вот такая светленькая комната. Одна из крупных краж тех лет подробно освещалась в интернете. В Припять приехала целая фура для вывоза из квартиры спиленных батарей. По состоянию на сегодняшний день город с каждым днем приходит в упадок все быстрее и быстрее. Виной всему именно мародеры второй волны. Зверское выкорчевывание металла в зданиях в свое время нарушило целостность перекрытий. В зимнее время талый снег попадает в перекрытие и при первом же морозе разрывает их. Кирпичные здания все быстрее приходят в аварийное состояние, а в панельных домах все чаще встречаются поросшие мхом стены на верхних этажах. Вот мы и подошли к ответу на вопрос, почему же жители больше никогда не смогут вернуться в город Припять. И виной тому не только радиация. Сейчас основной причиной разрушения домов в городе являются полностью уничтоженные коммуникации. Вырезанные батареи, трубы теплотрасс, забитые ливневые стоки, которые некому было почистить, и, конечно, разбитые окна, которые безжалостно выбивали и мародеры, и вандалы.
Единственный шанс спасти город был упущен еще в первые годы после аварии, когда было принято решение отрезать его от теплоснабжения. Ни о какой консервации, конечно, не было и речи. Город был сильно загрязнен радиацией и плохо поддавался дезактивации, а потому был непригоден даже для временного базирования в нем работников. Потому Припять была оставлена на произвол судьбы, кроме нескольких объектов, которые продолжили служить ликвидатором до конца 90-х годов. Сейчас же по улицам Припяти гуляют в основном туристы, а в заброшенных квартирах обустраивают себе временное жилище сталкеры. Так, смотрите, вот наш дозик, он показывает 25 микрорентген. Ну, это обычная норма. До 30 у нас норма по радиации. Посмотрим на подоконнике, может быть превышение. Но здесь надо уже по бете померить. Давайте сейчас крышку. Так, смотрите, открыла крышку. Сейчас померяем бета. Гамма плюс бета. Ничего здесь. Все в норме. Вот в таких квартирах, где все в норме, можно вполне себе жить. Для здоровья и для жизни. Жизнь в такой обстановке никаких последствий иметь не будет. Давайте посмотрим, может быть, на балконе здесь что-то более интересное. Но вообще вряд ли, потому что дом внутри микрорайона находится, то есть он окнами своими на станцию не выходит. Ну и здесь на улице вот такое 26. Мы с вами еще заглянем в квартиры, которые окнами как раз выходили на блок. И вот там уже уровень будет гораздо выше. Здесь, кстати, нету выхода на крышу. На крышу был выход в соседнем подъезде. О, смотрите, сталкерская хата, заброшенная, старая. С подушкой. Но здесь, конечно, ночевать не очень. Так, на крайняк, если диван протекает, вон с крыши. Давайте замеряем сталкерскую хату. 27. О, вот здесь, смотрите, небольшое превышение, но не критичное. У нас санитарные нормы по гамме это до 30 микрорентген. Да, здесь какое-то пятнышко по бете. Но даже если вот такое превышение имеется, оно все равно для здоровья не критично, потому что при полете на самолетах у вас чистая гамма в самолете, в салоне самолета будет 250, а может быть и 300 микрорентген в час. Это чисто космическая радиация. Здесь, конечно, загрязнение аварийного характера, но, конечно, да, вот в уголочке было пятно. А здесь уже в самом чисто. Здесь тоже виноград, кстати, дикий. Вот наглядный пример вам, друзья, как радиация пятнами распространялась. Видите, здесь все более-менее чисто, а здесь у нас пятно. Так, ну что ж, пойдемте дальше.
Вот еще кухня, посмотрите, хорошо, прикольно сохранилась. Сухая абсолютно, несмотря на то, что 5-й этаж. Все обои целые. Гарнитур стоит. Ладно, пойдемте исследовать дальше другие дома. Здесь с этой 5-этажкой все понятно. Такой слоник остался на детской площадке в 1-м микрорайоне. А здесь, наверное, была такая перекладина на канаты. На канатах залезали. В общем, такая небольшая спортивная площадочка. Баскетбольное кольцо. Столик, наверное, для пинг-понга. Железный. Здесь уже вообще ничего не различается. Все заросло, летом здесь вообще ничего не видно. Давайте посмотрим, что у нас тут в 1-м микрорайоне. Вот смотрите, друзья, 1-й микрорайон, у нас здесь 153 микрорентгена. На улице просто такой фон. Это считается самым грязным микрорайоном, потому что он ближе всего находится к станции. Сейчас попробуем в какую-нибудь квартиру зайти, посмотреть, как там по фону. Тут вот так. Смотрите, какой на 1-м этаже маленький французский балкончик. Дверь балконная.